Друзья, всем большой привет! В сегодняшнем выпуске мы поговорим про самозарядный карабин конструкции Джона Браунинга Ремингтон-8. Данная модель была запатентована Джоном Браунингом в 1900 году. Как и большинство оружия, созданного Браунингом, Ремингтон-8 занимает достойное место в истории. Классический образец огнестрельного стрелкового оружия, который был по достоинству оценен в свое время. Целью работ Браунинга над этим проектом было создание простой и надежной системы самозарядного нарезного карабина для использования в качестве оружия охоты и самообороны. Автоматика модели основана на использовании энергии отдачи двигающегося ствола при его длинном ходе. Модель была запатентована Джоном в 1900 году, а затем он продал патент на карабин компании Ремингтон, которая производила данное оружие с 1905 по 1950 год. Важно отметить, что некоторое количество было произведено до момента продажи прав с 1900 по 1905 год. Вес оружия составляет 3,6 кг, общая длина 1040 мм, длина ствола 560 мм. Полуавтомат, боепитание либо в несъемном магазине на 5 патронов, либо в отъемных магазинах на 10 или 15 патронов. Выпускался в различных калибрах 6,35, 7,62, 9 мм и некоторых других. Основной и самый распространенный калибр – это 9 мм. На начало 20 века это был один из первых коммерчески успешных карабинов на внутреннем рынке США. В Европе популярность была не столь высока из-за различной ценовой политики старого и нового света. Ремингтон-8 заработал репутацию надежного и неприхотливого оружия. Как я говорил в начале выпуска, карабин изначально позиционировался как охотничий, но со временем сфера применения значительно расширилась. Небольшое количество попало на вооружение французских солдат во время Первой мировой войны. Для армии карабин не годился ввиду недостаточно мощного патрона, а для сил правопорядка оружие пришлось как нельзя кстати. Высокое останавливающее действие имело больший приоритет по сравнению с дальностью выстрела и скоростью пули. С введением в США сухого закона данным карабином были вооружены практически все департаменты полиции и органы внутренней разведки, причем использовались магазины боепитания повышенной емкости на 15 патронов. При ликвидации в США опасных преступников, известных как Бонни и Клайд, помимо прочего оружия использовались также Ремингтон-8. В 1936 году была выпущена новая модель, которая получила название Ремингтон-81. Отличалась новая модель некоторыми эргономическими улучшениями. Удачный и хорошо себя зарекомендованный карабин для полиции и гражданского рынка был снят с производства в 1950 году. Прекращение производства было свернуто лишь из-за стечения обстоятельств, неблагоприятно сказавшихся на продажах Ремингтон. После 1945 года военные склады в США начали массово распродавать полуавтоматическую винтовку М1 Гарант, которая тоже имела должную репутацию, а самое главное цену. Она была дешевле Ремингтона в 3 раза. Это, естественно, пошатнуло положение на рынке, и в результате производство было прекращено. В настоящее время карабин используется как по прямому назначению в виде охотничьего оружия, так и имеет спрос среди коллекционеров. Очень ценятся модели с полицейскими клеймами.